Всем доброго времени суток, с вами Асакур, и сегодня в мобильных хрониках Хаоса я покажу вам нового героя Муши и Шрума на максимальной прокачке. Как и ожидалось, разработчики подготавливали почву новому персонажу в виде ребаланса Джу, Тей и Моджа. Логично, что Муши поместили вместе с ними в путь природы, предполагая, что в скором будущем изменит ИК, и тогда данная фракция скорее всего сможет полноценно и автономно от остальных героев тягаться за первенство по универсальности с путем чести. Муши представляет из себя мага, располагается на передней линии за Сатори и перед Альванором, что крайне важно, ведь у Альванора на 100 тысяч хп меньше, чем у нее. Тем самым, находясь не только в эльфийской пачке, она прощает больше ошибок, чем рунный конь. Так еще и эффект с первого артефакта на броню довольно нетипичен как для мага, соответственно ей даже полезно получить некоторое количество урона и ультануть, а потом восстановить свое хп с помощью своих эльфийских лекарей, но обо всем по порядку. Традиционно начнем с ее способности, где мы уже видим явную отличительную черту. Дело в том, что за прошедшие 2 года это первый герой, который по своим умениям не имеет привязки к своей фракции. Последним таким героем до нее была Ясмин. Кстати, удивительное совпадение еще в том, что Змеюка была введена в игру тоже 26 октября, но в 2020 году. После нее Альванор, Тристан, Айзек, Сеша, Амира, Фафнир и Айрис имели ту или иную привязку по способностям к своему пути, но это вовсе не означает, что способности эльфийки Муши не комбинируются с умениями героев во фракции природы. Как раз все говорит об обратном. В связи с ее спецификой создавать бесчисленное количество споровиков со второй способности и до 5 клонов Шрума с ульты, которые начинают работать после своего полного отхила, так как с момента рождения их шкалы хп неполные. Для Муши главная задача обеспечить им достойное лечение, чтобы все они начали вносить свое влияние. Но даже после своей смерти Муши продолжат вносить влияние с помощью живых шрумов, просто посмотрите на это сами. Если цикл исцеления будет отлично соблюдаться, то новый герой станет мощнейшим кошмаром для практически любой магической пачки в нашей игре. Даже еще худшим кошмаром, чем Фобос. Она и сама успешно бьет пачки с ним, оленями, Сатори, Амирой, хаотиками, ведь ее эффект молчания, напомню, что данный эффект запрещает использовать магические способности, если активируются грибочки, длится на первый взгляд 4 секунды, но если уже есть клон Шрума, то этот эффект может пролонгироваться бесконечно долго и уже на всю пачку, а не на ближайших соперников. В этом и не только в этом, ей отлично помогает Тея, у которой тоже имеется обет молчания, накладывающий этот эффект сразу на всю пачку, и длится он также 4 секунды. А ее лечение со второго скилла или ульты, которое еще и ускорит время применения умений команде или отдельно стоящему персонажу, умножится на 2, если в связке с ней имеется Альванор. Своей активной руной жизни он удваивает входящий поток исцеления из любого источника для эльфов, тем самым максимально ускоряя в связке с Теей или, например, с Мартой лечение для грибов Муши поменьше и побольше. Кстати, все полученное союзниками исцеление в течение 5 секунд конвертируется в урон с помощью третьего умения с перезарядкой всего лишь в 10 секунд. И если учитывать, что не только она, но и 5 клонов Шрума способны использовать данный скилл, то повреждения для ближайшего соперника зачастую могут стать фатальными. Не только из-за того, что оно будет использовано несколько раз, но и из-за огромного количества мелких споровиков, лечение которых также перераспределяется в урон. Чего только стоит то видео с легендарной гидрой на голове света в первый день после введения Муши. В нем меньше чем за минуту та падает, теряя весь свой запас хп в размере 220 миллионов, но конечно же это пофиксят. Стоит отметить, что второе умение, вызывающее споровиков, имеет маленькую перезарядку в 12 секунд и безупречную первичную перезарядку в 3 секунды, что позволяет уже в самом начале боя тормозить магов и развивать свое преимущество, ведь время — это сила для Муши и Шрума, как еще и для одного героя в связку с ней. В это трио уже очень сильно просится еще один представитель пути природы — Моджа. Его функции здесь также существенные, а именно: первое. Шаман тоже обладает каким-никаким отхилом со второй способности, которая еще и предоставляет всем эльфам дополнительные 20% энергии в случаях, когда те были полностью излечены данным умением или даже если имеют нетронутое полное хп. Второе. По новой механике порча динамически перемещается от персонажа к персонажу каждые 2 секунды, тем самым заставляя
гораздо быстрее накапливать энергию самому Моджа, подробнее об этом механике в моем видео о нем, и б. ощутимо дополнять весь тот немалый урон, который Муши может нанести со своего третьего умения. Третье вытекает из логики тех двух умений шамана с прошлых пунктов, а именно тут важно то, что Моджа очень быстро накапливает энергию и часто ультует, тем самым нанося немалый урон ближним соперникам как со своего гневного тотема, так и раздавая эффект с его первого артефакта на пробив защиты от магии для Муши, ведь ее показатель данного параметра равен нулю, благодаря чему она приобретает возможность наносить магический урон со своих второй и третьей способностей не только для себя, но и для всех клонов Шрумов в полном объеме. А ведь я напомню о том, что ей не обязательно накапливать энергию на ульт, чтобы начать разминать соперников с помощью своей магии. Четвертое. Хорошая контраст сжигателей энергии. Моджа отлично показывает себя против таких персонажей, как Йорген, Фобос, Астарот, Небула, Амира и в меньшей степени Тристан. Все дело в его третьем умении, которое моментально сбрасывает свою перезарядку, если кто-то начинает сжигать или красть энергию. В ответ такому сопернику прилетает череп, наносящий урон и оглушающий на 1 секунду. А тонких сжигателей энергии по типу Небула или Амиры шаман серьезно просаживает по здоровью и может даже убить всего лишь с одним черепком, так как таким героям применяется дополнительный урон с каждого заряда гнева духов, а часто впоследствии и порча. Пятое. Моджа сам в течение боя также становится все сильнее и сильнее с помощью своих способностей, которые позволяют ему накапливать заряды гнева духов. Они продлевают ему время действия ульты и соответственно урон с нее плюс черепа по сжигателям энергии наносят экстра урон за каждый заряд. Пятым героем сюда идеально впишется та же эльфийка Аврора за счет своего ореола, поглощающего 80% магического урона. Это делает ее стойким танком против множества магов. Таким образом мы исключаем слабое звено против них в нашей пачке с Муши, Теей, Моджа и Альванором. Если же выбирать не из эльфов, то в качестве танка можно использовать Маркуса. Он станет превосходным выбором за счет первого артефакта с эффектом на защиту от магии и за счет многочисленных способностей с лечением. Данный состав способен поражать самые серьезные магические пачки, не прибегая к помощи других героев из других фракций. Против особо сложных магических составов можно задействовать ультимативную связку в виде Йоргена с Безликим и добавить к ним, например, Марту, что повысит шансы успешной атаки. А вот Айрис контрит Муши с тем же Моджа, в частности в тех моментах, когда та накладывает эффекты молчания, а взамен получает наслоение внутреннего огня, которое вместе с порчей наносит ей существенный урон за короткое время. Что касается физиков, против них Муши и Шрума также можно использовать, однако ее эффективность заметно снизится за счет того, что эффект молчания запрещает использовать именно магические способности, а такие способности, как, например, ульта Тристана или Артемис, продолжат работать. Поэтому сражаться против стрелков и бойцов для Муши не то чтобы невозможно, но она точно испытывает трудности. В частности, против стрелков Темной Звезды и Артемис, так как их дополнительные стрелы бьют по зарождающимся споровикам, не давая им полностью восстановить свое здоровье и активироваться. Тристана Фафнапаки с ними можно контрить, но на это уйдет больше дополнительных героев, чем на магические команды. Особенно против самого Тристана всегда нужно применять Йоргена, а там где Йорген, там и Безликий. Остается один слот под танк и один свободный. Здесь можно добавить и пробивника Моджа, сами танка или же хорошего лекаря. Можно и Гелиоса, но даже он не всегда спасает. Только в таких сценариях сражаться против метовых фафнапаков представляется возможным, но стопроцентный результат все равно не гарантируется. Приблизительно то же самое касается и пачек с Ясмин. А против физиков без массового урона грибница чувствует себя довольно комфортно, ведь ей никто не мешает плодить свою команду грибов. Отвечая на главный вопрос, стоит ли качать Муши и Шрума, я отвечу так. Если у вас есть 4 эльфа в лице Моджа, Альванора с Теей, или же хорошо прокачанный Йорген с Безликим и Мартой, и вы испытываете проблемы против магических пачек, в частности с Фобосом тоже, то мой ответ да. Стоит. Если вы тем самым хотите законтрить Артемис или других метовых физиков, то это скорее всего не тот путь, чтобы это сделать. Но скажу точно, что данный герой очень нестандартен, обладает большим потенциалом в будущем и может кардинально менять обстановку в бою даже после своей смерти. Все изображения с данного видео в оригинальном качестве доступны в моем телеграм-канале. Всем спасибо за просмотр.